Существует представление о психическом здоровье, любые отклонения от которого считаются заболеваниями. В основе нормы лежит представление об адекватном поведении. Однако любое поведение является адекватным только относительно определенной ситуации. Например, если человек бросается на окружающих с ножом, его поведение никак нельзя классифицировать как адекватное. Но если это партизан, нападающий на вражеского часового, то он не только не считается психически больным, но и поощряется как герой. При этом мы исходим из одинакового восприятия мира. Теперь представьте, что из-за какого-то внешнего фактора у человека активизировалась зона Земли и пробудился союзник, который был этим партизаном. Мир же он воспринимает, исходя из воспоминаний этого партизана. И люди воспринимаются им как враги, с которыми он героически борется, используя все, что под руку подвернулось. Можно предположить, что причиной неадекватного поведения является восприятие иной картины мира. Но восприятие зависит от положения ТС, и в разных положениях ТС картина мира будет изменяться. Восприятие мира людьми первой касты отличается от восприятия мира людьми второй касты и так далее. Однако никто не говорит, что люди первой касты неадекватны. Употребляют, например, слово «быдло» или говорят, что они невоспитаны. Про людей более высокой касты говорят, что они клоуны, цирлих-манирлих и воображают из себя черти что. Можно сказать, что эти касты живут на разных этажах социальной структуры. Люди в эгрегорах разных религий фиксируются в разных стихиях. Так, христиане, 21-й аркан, смещены по стихии вода, торможение времени. Мусульмане, 19-й аркан, имеют смещение по стихии воздух. Иудеи имеют смещение по огню, 22-й аркан, что соответствует настоящему времени. Приверженцы разных религий по-разному воспринимают картину мира, то есть психиатр-христианин будет считать иудея-мусульманина неадекватным и наоборот. Как в известной шутке «кто первый халат надел, тот и врач», существуют люди, которым социум делегирует право определять, какая картина мира является истиной. Однако психиатрия как дисциплина является частью науки медицины. Наука же строится на принципах, отличных от тех, на которые опирается религия. В науке знания получают с помощью исследования и опыта. Картина мира в науке оказывается сложной конструкцией, построенной из разных моделей, полученных путем исследования окружающего мира. Поскольку со временем инструменты, используемые учеными, совершенствуются, то и сама картина мира в науке постепенно меняется. В религии мы имеем ряд утверждений, полученных интуитивным путем людьми, пророками, которых современные психиатры ни за что не признали бы адекватными. Построенная на голословных утверждениях религиозная картина мира никак не поддается проверке. Поэтому законы многих стран запрещают требовать доказательства истинности религий. Интересно, что магия находится в близком к религии положении, так как содержит ряд утверждений, которые на современном этапе развития науки невозможно доказать. Отличием магии от религий является получение опыта каждым магом лично. Такое позиционирование магии понятно, если исходить из положения о существовании в прошлом высокоразвитых технологических цивилизаций, наука которых исследовала мир с помощью гораздо более сложных инструментов, чем существующие в настоящее время. Тогда понятно, что сохраненное знание сейчас не может быть проверено. Главное внешнее отличие религии и магии можно определить следующим образом. Религия представляет собой место, в котором человек находится, а магия – это путь, по которому человек идет. То есть, посещая храм на протяжении десятков лет, религиозный человек приходит в одно и то же место. Маг же, выполняя определенные упражнения, двигается с одного уровня на другой. Психиатрия, являясь наукой, должна признавать истиной только научную картину мира, согласно которой адекватными должны признаваться только атеисты, придерживающиеся научной картины мира. В психиатрии существует правило: нет здоровых, есть необследованные.
поэтому госпитализируют только особо буйных и опасных для окружающих. Приверженцам иных моделей мира полагается сидеть тихо и свое иномыслие не засвечивать, чтобы не привлекать к себе внимание как к буйным и беспокойным. Видимо, учитывая это, приверженцы магической парадигмы и собираются в тайных обществах и особо себя не рекламируют. Действует принцип крокодила, согласно которому молодому начинающему магу следует сидеть тихо и набирать опыт, не привлекая к себе внимания окружающих. В 18-й карте Таро Большого Аркана описан вход в магическое эзотерическое сообщество. На карте изображено болото обыденной жизни, в котором обитают обыватели. На берегу растет осока, которая символизирует жизненные цели обывателей. Дорога от болота олицетворяет магию, часто обозначаемую словом «путь». Дорогу охраняют собака, друг, который боится, что вы попадете в секту, и волк, враг, который боится, что вы овладеете магическими силами. На дороге находится рак, человек, который начал изучение магии, испугался и пятится обратно в болото. Дорога проходит между двумя таинственными башнями, символизирующими тайну мужского и женского организмов, и уходит в гору, место обитания святых. Над дорогой изображены солнце, ян-энергия, и луна, инь-энергия. Их соединение олицетворяет достижение гармонии внутри одного человека. Магия представляет собой определенный этап эволюции личности, а не феноменальную способность. Это вполне закономерный путь, связанный с выходом из обычного социума. Магию можно описать как путь осознанной эволюции личности. При этом маг должен осознавать свое отличие от обычного сознания и прикладывать усилия для сохранения своего инкогнито в агрессивном социуме, где любого иного прежде всего объявят неадекватным и постараются вернуть обратно.